Ай, да что ты делаешь? До сих пор, вы посмотрите, смял, просто смял. Еще и в дом впечатал. Ну, походу, делал вот этой хана и этой хана. Это стоит вроде ничего. Что тут с водилой? Всем привет! Вы на канале Toy House, и у нас сегодня вот такая вот обалденная новиночка от компании Технопарк. Это магистральный тягач КамАЗ. И, кстати, КамАЗ не простой, а это К5. Здесь даже есть бортовой номер, да, 209 и трак ралли. В общем, со светом, звуком. Ух ты ж, сколько функций. Но самое главное, она реально очень большая. Размер данной модели у нас 37 сантиметров. Данная модель очень близко похожа к масштабу 1.43. Похоже, КамАЗ у меня есть уже, и я, может быть, вам его даже покажу сегодня для сравнения. Вот такая серия идет в данной серии. Ну, в принципе, эти все модели мы видели с вами. Где купить, за сколько, все расскажу в видео. Смотрите до конца. Не перематывайте, а именно слушайте внимательно. Все расскажу. Посмотрите, я открыл коробку и... очень удивлен, приятно удивлен. Очень сильно похоже на модель, масштабную модель. Ну и вот так вот, ребят, модель выглядит снизу у нас. Это отсек для батареек, сам динамик. Здесь надпись у нас Технопарк, сделан в Китае. Задние колеса у нас спаренные, все как и должно быть. Полуприцеп похож на... У меня есть похожий прицеп, я как-то снимал. В общем, ну, диски отличаются. Единственное, здесь вот матовые такие диски. Трехосный прицеп. На прицепе у нас присутствует подножечка. Ну, в общем, так. Оптика на тягаче присутствует задняя. Ну, а вот на полуприцепе оптика у нас, к сожалению, отсутствует, но можно доработать самим. Полуприцеп имеет у нас пластиковые дверки, которые открываются внутри у нас. Вот, ничего нет. Сидельный тягач и полуприцеп у нас соединены через седло, поэтому все это дело работает и двигается. Ну и вот оно, седло. В принципе, неподвижное, оно статичное. А вот сама цепочка выглядит вот таким вот образом. Но для того, чтобы нам снять полуприцеп, нам надо поставить его вот в такое положение. И потом, соответственно, чик, выдергиваем. И также одеваем обратно. Сам сидельный тягач очень классно сделан. Мне нравится. Надпись большая КамАЗ. Логотип КамАЗ присутствует. Решетка, даже есть номера. 5 семерок, да. Здесь у нас открываются двери. Соответственно, пороги не окрасили. И салон выглядит вот так вот. Ну, салон немножечко, конечно, от модели отстает. От модели в 43-м масштабе. Но, тем не менее, есть он есть. Зато открываются двери, да. Ну и с этой стороны выглядит вот так вот. Руль, место водителя. Вид на сидельный тягач сзади. Выглядит вот так вот. На кабине присутствует козырек, а дворники сделаны вместе с лобовым стеклом. Ну что ж, теперь настало время послушать звуки данного КамАЗа, да. Нажмем на верхнюю кнопочку, которая вот находится здесь на крыше, и две мигалочки у нас. И посмотрим, что же произойдет. Отчетливо слышал я звук заднего хода и звук работы дизельного двигателя. Очень естественно и классно это все дело звучит. Дальше. Ну, это дискотека для того, кто любит флексить. Все, закончилось. Переходим к следующему. Дизельный двигатель. Звук сигнала и, наверное, задний ход. Да, все. 4 звука у нас получается. Но все равно очень-очень клево. Ну а теперь давайте сравним с КамАЗом от компании ССМ. И в принципе по кабине, вот, ну да, зеркала, соответственно, чуть больше надпись КамАЗ. Но в целом очень, ребята, похожи. Если вам какой-то нужен тюнинг или еще какой-то проект, то на эту модель стоит обратить внимание, потому что как бы на модель от Технопарка, потому что стоимость ее намного меньше, нежели брать КамАЗ от ССМ, у которого, если честно, очень большая цена. Очень большая цена. Сейчас не знаю даже, сколько он стоит.
По длине технопарковский у нас поменьше полуприцеп идет. Ну, соответственно, тут полуприцеп совсем другой. А вот самое главное брать, если по сидельным тягачам, то они в целом очень даже похожи. Давайте вот так я сдвину и покажу вам сбоку. Вот так две модели выглядят сбоку. Соответственно, вот вам поближе. Если хотите посмотреть, как я делал тюнинг, это все есть на канале, можете зайти посмотреть. В целом мне вообще нравится. Довольно классная моделька получилась у технопарка. По колесам. Да, колеса отличаются, конечно, здесь более детализированные они, но тем не менее все равно сделаны довольно-таки прикольно. Полуприцепы я не вижу смысла сравнивать, потому что они абсолютно разные, как бы даже фирмы. Ну, если брать по настоящим полуприцепам, они разные. Вид на два тягача сзади. Вот размер прям один в один. Значит, этот все-таки сидельный тягач от технопарка получается у нас в 43-м, ребят, масштабе. Вот такой вот мотор находится в кабине К5. А может и не только у него. В общем, у технопарка не открывается кабина. Вот эти боковушечки, они все у технопарка из металла. Здесь, ребята, пластик идет. Его страшно трогать даже, он честно отваливается. Здесь более понадежнее даже все сделано. По ширине два сидельных тягача абсолютно одинаковые, по длине тоже. Поэтому вот здесь можно сделать вывод, что технопарк выходит на более высокий уровень. И скоро мы будем получать вот такие вот машинки, но уже приближенные к моделям, которые можно смело начинать собирать начинающим моделистам. Ну а теперь по цене данного, я не побоюсь этого слова сказать, шедевра от компании Технопарк. В хорошем плане шедевра, потому что модель получилась реально классная. Цена: я приобрел данную модель за 1350 рублей. И это прям достойная цена за данный автомобиль. Реально, он огромный, большой, прикольный, можно его катать. Еще есть инерционный механизм. Как бы все это дело будет ездить. Мы обязательно проверим, как он гоняет по макету. С этим полуприцепом очень интересно посмотреть будет. Ну что, вот и настало время КамАЗа с полуприцепом прокатиться по моему макету. Тут рядом у нас стоит автовозик. Наверное, вы не видели это видео. В общем, зайдите, посмотрите. Автовоз привез новенькие лады. Итак, включая звук какой, не знаю, будет. О, пойдет. Поехали. Вау, потрясающе прошел он. Прям вообще мне понравился. А вам, ребята? Нам тоже понравился, вообще огонь. В общем, наш КамАЗ двигался задним ходом, и, к сожалению, вот такая вот ситуация произошла. Ай, да что ты делаешь? До сих пор, вы посмотрите, смял, просто смял, еще и в дом впечатал. Там, конечно, люди сидят, они просто обалдели от этого всего. Ладно, КамАЗ, погнали, поехали сюда. ДПСники, у вас там работа, но КамАЗ уезжает. А там еще автовоз стоит, как бы он туда не прилетел. Ладно, поехали. Оп, оп. Лобешник был, это был лобешник. Ребята лоб в лоб столкнулись. Лада здесь у нас, ну, осталась. Ну, по ходу дела, вот этой хана и этой хана. Это стоит вроде ничего. Что тут с водилой? Водила там нормальный, его не было. Просто на аварийках ушел в магаз. В общем, ситуация, да, произошла, так произошла. Но гонит данный КамАЗ реально круто. Вот круто! Ничего сказать не могу. Вот даже, вот честно, мне нравится. Ну что ж, вот такой вот сегодня был видос, ребята. Если вам понравился видос, да, понравился этот КамАЗ, обязательно поставьте лайк, пишите комментарии. Что вы думаете по поводу данной модели? Ну, я считаю, что это реально шедевр. Заслужит, наверное, ну, если брать 5 баллов, максимальную, да, 5 с минусом. Вот за зеркала небольшие, косячки какие-то, 5 с минусов получает данная модель точно. Я хотел бы на этой базе бензовоз получить. Было бы круто. Ну, в общем, что, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем добра. И самое главное, где купить. В интернет-магазинах полно. Магазины игрушек заходите, смотрите. В общем, найдете. В продаже есть как бы в разных и многих местах. В общем, все. Всем пока.